Всем привет! С вами Алла. Итак, давайте посмотрим общий расклад. Какая женщина хочет с вами сблизиться? О ком пойдет сегодня речь? Ребят, напоминаю, что расклад общий. Это не личное гадание. Поэтому слушайте сигнификатор, когда я рассказываю, для кого будет подходить этот расклад. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и смотрим сигнификатор. Аркан Суд. Так, по этому аркану подойдет только для тех, у кого сейчас женщина либо вас заблокировала, либо ведет себя очень как-то грубо, жестко. Например, вы звоните, она сбрасывает. Вы пишете, она не отвечает. Или читают, но не отвечает. Расклад подойдет для тех, кто уже давно в молчанке. То есть вы не общаетесь. Это может быть и жена, и любовница, и просто женщина, с которой вы расстались. Расстались как-то некрасиво. Знаете, есть отношения, в которых вот все плохо было, а люди расстаются, как собака с кошкой. А есть отношения, в которых, в принципе, было все хорошо, а потом как будто вот с человеком что-то произошло, как будто его подменили. И было все хорошо, и потом резко женщина вас начала игнорировать, перестала с вами, в принципе, выходить на связь или вообще бросила. И вот сегодня расклад для тех, у кого вот какой-то резкий скачок произошел. Так, что это за мысли? Женщина думает о том, что... Ну, здесь у нее, конечно, планы были какие-то наполеоновские, слушайте. А какие эти чувства были к мужчине? Ребят, знаете, я бы так это назвала. Иногда вы влюбляетесь в человека из сердца, а иногда влюбляетесь из мозгов. Из сердца это когда ты смотришь на человека и понимаешь, что вот тот, кого ты ждал или ждала. И тебя просто тянет энергетически, эмоционально, флюидами тебя тянет. Вот, по всем показателям ты понимаешь, что вот, вау, это человек, которого я хотела или хотел. А иногда, ребят, бывает так, что пойдет, сойдет, да ладно, нормально, как бы вот неплохая или там неплохой мужчина. Это, знаете, когда вот оно не лежит тебе к душе, да? Но ты думаешь, да ладно. Вот в данном случае расклад про то, что вот женщина здесь выбирала мужчину мозгами, не сердцем. Может быть, вы очень заботливый мужчина.
Может быть, вы поступками доказывали свою любовь. Ну, например, красиво ухаживали, заботились об этой женщине, решали какие-то ее проблемы. И вот как-то она на этом включилась, вот на какие-то ваши поступки. Или на вашу заботу. Или, может быть, на вашу какую-то романтику, которую вы умели классно создавать для нее. У кого-то, ребят, отыграется то, что до вас в ее жизни не было мужчины, который вот так бы себя вел по отношению к ней. И ее это подкупило очень сильно. Да, и здесь она действительно могла подумать, что она вас полюбила, что у нее к вам чувства, потому что, ну вот как-то здесь, видимо, мужчина поставил его на пьедестал, скорее всего. Я думаю, так. Ну, смотрите, расклад общий, поэтому у кого-то это будет прям пьедестал, у кого-то это будет, что вы вот заботливый, любящий мужчина. Да, здесь у многих отыграется, что это ваша жена. Но понимаете, когда вы выбираете что-то или кого-то мозгами, через какое-то время наступает период в ваших отношениях, ну, либо в другой сфере жизни, когда вы понимаете, что вы начинаете это обесценивать. И вот в общем раскладе здесь история про женщину, которая согласилась на эти отношения, потому что мужчина как-то очень красиво за ней ухаживал, вел себя как-то очень так достойно. И она влюбилась в его отношение к себе. Но, видимо, здесь отношения не прошли трансформацию, не прошли кризис. И здесь началось обесценивание. Знаете, на что это похоже, с чем это можно сравнить? Ну вот смотрите, например. Например, вы всю жизнь мечтали рисовать картины, быть художником. Но пошли работать в сферу IT, потому что там хорошо платят. И вот вы делаете какую-то работу, в которой вы там научились, уже различаете, как бы, что нужно делать, хорошо зарабатываете, но вы не любите эту работу. Вы на нее ходите, потому что вам эта работа выгодна, потому что там хороший график, там выгодные условия, высокая зарплата и так далее. Но мечтаете вы, например, быть художником или там дизайнером. И в какой-то момент вы начинаете уже обесценивать и высокую зарплату, и гибкий график, и хорошее руководство, потому что, ну, не любите вы эту работу. Я думаю, вы поняли мою аналогию, да? Поэтому, ребят, здесь вот такая вот история, что если этот расклад с вами резонирует, отпишитесь в комментариях вот по поводу обесценивания. Насколько вы действительно это стали замечать, насколько вы говорили на эту тему, или вы замалчивали эту тему. Потому что в какой-то момент здесь женщина поняла, что хочу уйти, потому что не люблю. Но, тем не менее, видите, король Пентаклей все-таки выпал. Да, не люблю, но, блин, ну с тобой хорошо. Знаете, это как... На самом деле, очень мало людей любят действительно другого человека.
Большинство людей, они любят других за их отношение к себе. Или за то состояние, которое они испытывают рядом с другим человеком. Большинство людей они вообще любить не умеют. Они себя не умеют любить, не то чтобы кого-то любить. И мы сейчас не про эгоистичную любовь говорим, мы сейчас говорим про истинную любовь. Это когда ты себе самый лучший друг. Это когда ты себя можешь поддержать, понять, принять. Это когда ты себя не гнобишь. Это когда ты себе доверяешь, умеешь себя уважать. Вот это любовь к себе. Так вот, смотрите, ребят, здесь женщина, она разрывается во внутреннем конфликте. И конфликт здесь заключается в том, что, с одной стороны, она понимает, что с вами, ну, реально очень классно. Это, знаете как, человек с вами счастлив. Но я не буду говорить, что это у всех. Напоминаю, что это общий расклад. Это не конкретно для кого-то из вас, Сергея, Александра, Дмитрия и так далее. Нет, это общий расклад. Поэтому берите отсюда просто подсказку. Но не воспринимайте его как личное гадание. Понимаете, можно любить человека как много кого. Можно любить как друга, как мужчину, как человека, как отца своих детей. Здесь женщина вас любит, если у вас есть дети, как отца своих детей и как человека, но не как мужчину. А это, ребят, разные вещи. Для лучшего понимания, это, знаете, вот вы можете дружить с женщиной, уважать ее как человека, но не хотеть как женщину. Понимаете, да? Поэтому, с одной стороны, она не хочет разрушать с вами отношения. Потому что вы реально для нее близкий человек. С другой стороны, здесь нет влечения как к мужчине. И вот у нее такая палка в двух концах. С одной стороны, как бы и не хочу тебя терять, с другой стороны, блин, ну как бы всю жизнь прожить и так и не понять, что такое любовь, так бы тоже не хотелось. Вот примерно здесь вот такие мысли. Что ждет эти отношения? Вы понимаете, здесь, в принципе, в этих отношениях, здесь есть основа. Здесь есть на чем раскрывать любовь. Здесь мозги просто надо иметь, понимаете? На самом деле здесь можно раскрыть любовь как к мужчине при желании эти отношения сохранить и развивать их, и развиваться в этих отношениях как женщина. По сути, в этих отношениях есть все для того, чтобы быть счастливыми. Но не хватает мозгов, ребят. Знаете, я всегда в раскладах, я никого не защищаю, ни мужчин, ни женщин. Потом, когда мне кто-то там пишет, что вы защищаете женщин, нет, абсолютно. Я никого не защищаю. У меня нейтральный подход и к женщинам, и к мужчинам, потому что я таролог, и мне как бы абсолютно все равно, кто прав, кто виноват. Здесь про то, что и мужчине, и женщине надо набраться мозгов, терпения и осознанности. Здесь нужно набраться смелости для того, чтобы говорить об этих болезненных вещах. Здесь нужно набраться смелости, чтобы не бояться быть уязвимым или уязвимой.
Здесь нужно набраться мозгов, чтобы понимать, что в этих отношениях много чего есть для того, чтобы это развивать и быть счастливыми вместе. Но для этого нужно быть думающим человеком и понимать, на что ты меняешь эти отношения. Чтобы что? Ради чего? Так что, ребят, вот такой получился расклад общий. Кому понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что это был общий расклад. Для тех, кому необходим личный расклад, помощь, подсказки, гадания конкретно на вас и на вашу женщину, пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру, который указан на экране. Я вам уже в переписке расскажу, как проходит личное гадание и что для этого необходимо. Всем пока!